Вы знаете, почему в СССР строили один блок атомной станции за 3-5 лет, а сейчас за 8-12? Почему страна, делавшая каждый четвертый пассажирский самолет в мире, не может сертифицировать один новый за 10 лет? Почему в стране, которая первая полетела в космос, вы не можете купить свою качественную бытовую технику, велосипед или запчасти для своего автомобиля, сделанные здесь, в России, а не в Китае? Я расскажу вам реальную причину. И это не санкции, не технологии, а смена управленческого кода страны за эти 25 лет. В 2009 году началась война в промышленности России, где к 2026 победили не инженеры и станки, а цветные презентации в PowerPoint. И у зачинщиков этой войны есть имя – эффективные госменеджеры. Победив, они уничтожили будущее этой отрасли, потому что самолет нельзя построить с помощью презентаций. А мы уже 15 лет видим по телевизору, как они их строят. Обещают десятки самолетов в год, а в небо не поднимается ни одного нового. И это не только самолеты. Первый блок АЭС Акую в Турции обещали запустить к столетию республики. Это октябрь 2023 года. Его до сих пор запускают. А новые энергоблоки в самой России, которые начали строить с 2010 года, годами отстают от графиков. Все, что создавала эта система за последние 19 лет, это не технологии и не заводы. Это бесконечные планы, графики, отчеты и презентации о будущих победах, которые так и не наступают. Сегодня разбор этой управленческой катастрофы в России. От нефтяного бума 2000-х годов до управленческого коллапса к 2026. И найдем единственный выход для вас, вашей компании и даже целых отраслей нашей огромной любимой страны. И сейчас мы с вами начнем с этапа 2001-2009 год. Это царство инженеров и развития промышленности. Есть два типа управления. Одно начинается от станка в цеху, другое монитора в PowerPoint. В 2009 году между ними началась война. И к 2026 стало ясно всем, кто победил. Но победа эта самоубийственная оказалась. Потому что победители не умеют делать станки, самолеты и технологии. Они умеют делать только отчеты о виртуальных своих достижениях. За 17 лет они не сделали ни одного самолета, ни качественный автомобиль. Все создают в Китае, как тот же «Москвич», а потом выдают за свою победу. Все это лишь отчетность для вышестоящего руководства, билет на продление своей собственной власти в кабинете. Эта система методично за 17 лет смыла целый слой инженеров, ученых, грамотных руководителей. Отрасль за отраслью. Но так было не всегда. Давайте вернемся в точку начала, где все сломали эти эффективные менеджеры. В мир инженера начала 2000-х годов. В мир профессиональных руководителей, которые росли по карьере от станка в цеху до генерального директора завода. Не так, как сейчас, когда карьера строится в кабинетах без выхода в цех и без технического образования. Они в цеху ни разу не были. Когда главное не компетенция, а лояльность системе и умение быть частью эффективного планктона. В этом ролике я покажу вам две реальности. Первая – это личная история инженера Владимира. Вторая – это история промышленности России с 2001 по 2026 год. И каждый знаковый период в судьбе наших двух героев я буду разбирать через призму кривой жизненного цикла Одизиса. Это один из самых известных в мире профессионалов в области управления компаниями, корпоративной культуры и организационных изменений. Он проводил, кстати, организацию в Сбербанке. Все это с реальными примерами, которые я наблюдал сам своими глазами, так как я уже 25 лет связан с промышленностью. Прежде чем мы погрузимся в историю, сейчас дам вам ключ. Ключ, который пригодится не только для понимания того, что было, но и во всех ваших жизненных и рабочих ситуациях, чтобы вы могли использовать эту кривую Ицхака Одизиса. С ним все станет на свои места с этими подсказками, как пользоваться этой кривой Одизиса. Все, что происходило с заводами и людьми за эти 25 лет, можно объяснить одной гениальной моделью. И самое главное, вы начнете смотреть на мир другими глазами и замечать то, что раньше упускали из виду. Эту модель создал Ицхак Одизис. Он сказал, любая компания, да и целая отрасль, это как живой организм. У нее есть детство, юность, зрелость, старость и свои витамины здоровья. Эта модель работает везде, во всех бизнесах. И для бизнеса, и для человека, и даже для вашей семьи и детей. Вы сможете использовать ее как инструмент для анализа и принятия правильных своих решений. Если вам интересно разобрать эту методику детальнее, пишите в комментариях Одизис.
Если будет достаточно отклика от вас, зрителей, сниму для вас отдельный глубокий разбор этой методики. Сейчас на картинке слева от меня вы увидите витамины П, А, Е, И. Это 4 витамина, по которым строится жизненный цикл любой компании, страны, бизнеса или человека. П – это производитель. Этот витамин, он про результат здесь и сейчас. Это нужно выполнить заказ, вытащить деталь, заработать деньги. Это основа. Этот витамин отвечает за ближайшую перспективу и результативность. Следующий – это витамин А – администратор. Это про порядок и систему. Это как раз таки про системное управление, и у него есть свой антипод – бюрократия. Витамин А – это дисциплина, процессы, контроль. Чтобы работа шла не авралом, а как часы. Этот витамин тоже отвечает за ближайшую перспективу, но уже за эффективность системы компании или бизнеса. Следующий витамин – это Е – предприниматель. Это про будущее, инновации, идеи. Это видение, ваши новые идеи. А давайте попробуем по-новому работать. А давайте изобретем новые технологии. Этот витамин отвечает уже за долгосрочную перспективу. Например, стратегия компании, а не просто результат. Следующий витамин I – интегратор. Это про команду и ценности компании. Атмосфера, доверие, мы одна команда, чтобы люди горели общим делом. Этот витамин тоже отвечает за долгосрочную перспективу вашей компании, бизнеса или страны. Но он уже за эффективность системы отвечает, чтобы она эффективно работала. Проблема в том, что эти витамины, они между собой антагонисты. Тот, кто генерирует идеи Е, часто раздражает того, кто наводит порядок А. А тот, кто требует результата любой ценой П, может разрушить команду I. И здоровая организация – это баланс между всеми этими 4 витаминами. Нарушение баланса ведет к болезням. Адизис изобразил эту жизнь как кривую. Все начинается тут, внизу, в стадии ухаживания. Здесь есть только витамин Е. То есть это идея, это по сути создание стартапов, новых технологий, рождение ребенка, рождение семьи. Это стадия ухаживания. Здесь больше все построено как раз таки на идее и на энтузиазме. Вторая стадия – это стадия младенчества. Здесь надо выжить любой ценой, чтобы ваша идея, которую вы придумали, она реализовалась. Поэтому здесь на первую строку выходит витамин П, производитель. Делай, делай, а порядка, витамина А почти нет. Все работают на голом энтузиазме. Следующая стадия – это стадия «давай-давай». Это как раз-таки 2001-2008 год нашей страны. Здесь очень развит витамин П, производитель, и витамин Е, новые идеи развития. А системность, интегратор отсутствует. Организм окреп, почувствовал силу, соответственно, выдает много П, мы делаем результат, много Е, мы мечтаем и рвемся вперед. Но витамин А, как система, не поспевает за этим рывком. Порядок отстает. А I, команда, держится пока на общих целях. И здесь роковая развилка. Для здорового роста подростку нужны тормоза. Это витамин А. То есть вот здесь видите такой изгиб. При переходе с этапа младенчества, с этапа «давай-давай» стадии, где развит витамин П и Е, нужно переходить на следующую стадию юность. Там развит уже витамин А. И вот здесь как раз-таки очень опасный момент. Если системы, компании, бизнес, отрасли, экономика не развивает системность в управлении, то происходит обрыв, и снизу, вот вы видите, да, есть рост, он начинается от стадии рождения, младенчества, давай-давай, юность и рассвет. Это верхняя точка, до которой должна достигнуть компания, стартап, человек, экономика. Это подходит для всех видов деятельности. И переходить на стадию старения, это следующие стадии: стабильность, аристократия, охота на ведьм, бюрократия и дальше смерть. Опасно. То есть нужно всегда стараться находиться, чтобы ваша компания или отрасль процветала на стадии рассвета. Нужно учиться не просто бежать, а бежать по правильному маршруту. Кто осознает и внедрит систему, он
перейдет к зрелости, то есть со стадии «давай-давай» он перейдет к юности. Кто проигнорирует, скатится в стадию аристократии, где главное уже не результат, а ритуалы и статус-кво. Именно этот выбор делать систему или делать вид и определил судьбу нашей российской промышленности и судьбу тысяч инженеров. Сейчас с этим ключом в ваших руках давайте смотреть на нашу историю. И вот мы рассмотрим с вами реальность в то время, 2001-2008 год нашей промышленности. Почему начался рост в 2001 году? Потому что в 1998 году произошел дефолт, и нефть стоила $10 за баррель. А в 2001 году стоимость нефти возросла в 3 раза, с 10 до $30. Соответственно, в стране появились деньги на развитие, начали запускать промышленность, и нефть продолжала расти до 2008 года. Доходила до 144 рублей, до $144. Соответственно, Россия наращивает экспорт сырьевой продукции, растут объемы машиностроений, и с 2001 года в промышленности начинается бурная деятельность. Пошли заказы, инвестиции, в том числе иностранные. Международные компании стали строить здесь заводы, автомобильные, Индезит, Икея открылась. Россия сама вышла на глобальный рынок, заключив контракты на строительство атомных блоков. Это в Китае Тяньвань-1 и Иране Бушер-1. Деньги потекли рекой в страну. И причина была на поверхности – цена на нефть. Потому что, повторюсь, в 1998 году стоимость нефти была $10-12, $30 и дошли до 144. Почему я акцентирую это в ролике об управлении? Потому что нефтяной доход стал как топливом для роста экономики страны и промышленности и главным соблазном для системной ошибки. На заводах начались реальные перемены. Собственники бизнесов, нацеленные на прибыль, стали чистить кадры. Они меняли профсоюзных кадровиков на профессиональных HR-ов, а главное, объявили войну управленцев поколения 90-х. Те эффективные менеджеры 90-х в свое время держались на воровстве, ставили на места лояльных, но безграмотных подчиненных, блокировали инициативу и держали в черном теле, так называемых, лучших специалистов. В 2003 году их массово начали увольнять. Я хорошо помню эту атмосферу в производстве, помню, как радовались в цехах рабочие и молодые инженера. На смену воришкам 50-65 лет от роду пришли новые руководители, 30-40-летние, нацеленные на результат. У людей впервые за долгое время загорелись глаза. Пошла искренняя инициатива, а зарплаты выросли в среднем в 2 раза. У рабочих с 10 тысяч рублей до 20, у мастеров с 15 тысяч до 30. И доллар стоил в то время всего 30 рублей. Это было золотое десятилетие. Зарплаты росли, технологии развивались, карьера строилась. После развала СССР прошло всего 10 лет, и страна наконец почувствовала уверенность. При такой стоимости доллара россияне могли позволить качественную импортную продукцию, станки новые в цеха, оборудование. Да что тут, ездить за границу на выходные могли. Но здесь кроется ключевой момент – роковая развилка. Китай в те же 2000-е получил свои инвестиции, начал гигантскую программу развития собственных технологий и промышленности. А что сделала Россия с нефтяным дождем денег? Наши государственные менеджеры решили, что деньги с нефти и газа – это уже достаточный результат их управления. Им, в отличие от частных собственников на заводах, не нужно было развивать технологии и строить новую промышленность. Им нужно было осваивать бюджет. Этот фундаментальный выбор 2000-х годов и предопределил, где окажется Китай, а где Россия к 2026 году. А теперь мы с вами во вторую реальность окунемся молодого инженера Владимира. Он в цеху частного завода, он вносит раз предложение. Собственник хлопает его по плечу и говорит: внедряй. И тут карьера у Володи пошла вверх. Его двигатель – это как раз таки результат П и инициатива Е. В 2002 году молодой инженер Владимир устроился на частный большой завод слесарем по сборке металлоконструкции. Он видит, что здесь дают дорогу молодым и начинает активно предлагать свои РАЦ-предложения. Уже в 2003 году он становится мастером-технологом сборочно-сварочного участка, а к 2007 году за инициативу и результат вырастает до начальника цеха. Его двигатель по методологии Адизиса, повторюсь, да, это витамины П, он работал на результат,
и Е. Это инициатива, предпринимательство. И культура того времени, 2001-2008 год, в частном секторе эти витамины охотно принимались. Инициатива и результат, повторюсь. Благодаря этому росли карьеры инженеров и росла сама отрасль. Но ключевое условие было таким. Этот сектор развивался только там, где у руля стоял частный собственник. Его цели были простые и ясны. Результат и прибыль. Выполнить заказ в срок, получить деньги и снова вложить их в завод. Закупить новое немецкое или японское оборудование взамен советских станков 60-х годов. Такому собственнику были не нужны эти лояльные топ-менеджеры, как в 90-е. Ему были нужны инициативные профессионалы, и которые хотели развиваться и давать идеи на развитие его бизнеса. Он давал дорогу молодым инженерам, таким как Владимир. Того, чего сейчас в 2026 году мы уже не увидим в кадровой политике госуправления и в госкомпаниях. Там инициатива наказуема, а правду говорить и того запрещает. Итак, у нас есть два портрета эпохи. Бурлящая от нефтяных денег России и стремительная карьера инженера Владимира, выросшего от слесаря до начальника цеха. Но почему эта история в 2008 году упрется в стену? И почему одни сектора экономики выживут, а другие нет? В те золотые годы, с 2001 мы все были свидетелями триумфа двух витаминов П и Е, производитель и инициатива. Но в этом и была роковая иллюзия. Здоровый рост требует не только энергии, но и тормозов, системности в управлении. Это витамин А. Нужно было настраивать это системное управление везде. В экономике, в правительстве, в промышленности, в компаниях. И нужно делать децентрализацию власти в иерархиях и оргструктурах, будь то компания или министерство, без разницы, касается всех. И здесь пути частного бизнеса и государственного управления разошлись кардинально. Что делает государство в части витамина А? А. Это администратор, да? Это порядок, система, дисциплина процессов. Их действия. Но зачем думать о порядке, когда нефтяной дождь льет на голову, а контракты сами идут в руки? Зачем строить долгосрочные институты управления и современные технологии вне сырьевого сектора, если можно просто зарабатывать, не делая ничего нового, качать нефть? Можно жить на советских технологиях и богатых месторождениях СССР. Государственные менеджеры, как мы увидели, этот витамин А, системность, проигнорировали полностью. А что же происходило с витамином А, интеграция? Это ценности команды культура. На старте он держится на общей цели – выжить и покорить рынок. Именно так было у частного бизнеса и у госуправления того времени. Но без А, без системы, эта культура рано или поздно трескается под грузом хаоса, роста. А Дизис четко показал у каждого этапа жизни компании свой рецепт. Фаза, в которую наша промышленность, инженер Владимир вкатились после 2001 года, это фаза «давай, давай», go, go, по-английски, как он ее называет. Этап как раз-таки очень опасный. Нужно было переходить на системность на этап юности. Это стадия подростка, который вдруг почувствовал силу. Он бежит вперед, не разбирая дороги. Ему кажется, что так будет всегда. Доминирующие П и Е делают результат и мечтают. Но А, порядок, отстает на 3 шага, а А и культура держатся на одном энтузиазме. И здесь ключевая развилка. Для здорового взросления подростку как раз таки нужны были эти тормоза, витамина и переход на следующую стадию юность. В тот момент уже нужно было наладить процессы, создавать систему, а не управлять авралами. В частном секторе, где у руля стоял прагматичный собственник, они это понимали интуитивно. Они уже тогда внедряли систему управления, информационные технологии, САП внедряли уже в 2000-х годах. Делали вложения в немецкие и японские станки. Это и есть система А для долгосрочного результата и достижения стратегических целей своего бизнеса. А что делали в государственном управлении? Там решили, что достаточно просто П – качать нефть и получать доход. Е – развитие технологий и А – построение институтов были проигнорированы. Этим и был предопределен итог, к которому мы придем в 2026 году. Таким образом, кризис 2008 года мировой стал не просто экономическим шоком и испытанием. Он стал кризисом для начала взросления. В этот момент нужно было всей экономике страны и промышленности перейти на стадию юность. Тех, кто успел набрать витамин А, как частные заводы с их системным мышлением, выжили и окрепли. А вот госуправленцы, кто надеялся только на трубу, которая качала нефть, столкнулись с суровой реальностью.
Подростковый запал закончился, а взрослеть было уже поздно. Но они решили удержать статус-кво, свои модели заработка и власти, не предпринимая ничего для развития других отраслей России. Почему и что они делали, в следующей части ролика мы с вами рассмотрим, что происходило после 2008 года. Как некоторые учились жить по-новому. Снова пример: Китай после мирового кризиса продолжал развиваться, идти свою стратегию, выполнял свои цели. А другие так и остались в ловушке золотого сырьевого прошлого. Вот он, главный вопрос всей нашей истории на 25 лет вперед. Что важнее, суть или форма? Действие или отчет о нем? Можно ли построить мощную промышленность, заменив инженера юристом, а станок презентацией о нем? Мы получили четкий, горький ответ в текущем 2026 году. Ну и вот наступает 2009 год, это катализатор, я назову его великая чистка промышленности. По телевизору идут новостные сводки о кризисе 2008 года, падающие графики на мировых биржах. Затем показывают кадры официальных совещаний. Параллельно в этот же период создаются госкорпорации: Ростех, Росатом, Роснано, АОК, Роскосмос, РЖД, РАО, ЕС, Россети и другие, как якобы спасательный круг для российской промышленности. И вот сейчас отрасль заработает по-новому и полетят госкомпании к светлому будущему. И вот кризис 2008 обнажил правду. Наша подростковая экономика стоит на хрупких ногах. Но система делает неожиданный ход. Вместо того, чтобы лечить слабость, она решает ее заковать в броню. Под лозунгами стабилизации и импортозамещения начинается эта великая чистка инженерного состава с руководящих должностей во всех этих вновь организованных госкомпаниях. На ключевые посты в промышленности приходят не те, кто знает, как сделать, и те, кто работали в цехах, а те, кто знает, как отчитаться, и главное, кому быть лояльным. Инженерная культура держалась на витаминах П, А, Е, И, а новая парадигма будет держаться, где все витамины вроде есть, но они бутафорские. Они такие строчные и для цветных красивых презентаций. И вот 2014 год. Наша реальность инженера Владимира. Его частный завод поглощается госкорпорацией. Завод отбирает у частного собственника, тот, который вкладывал душу в развитие этого завода, поднимал зарплату сотрудникам каждый год, обновлял парк станков, и в кабинет директора Володи заходит его новый начальник, бывший социолог, но главное, он в дорогом костюме и в производстве с галстуком. Вообще ничего не понимает в производстве, он там в принципе был пару раз, как зритель. Владимир, как и раньше, приносит раз предложение по оптимизации сварочного цеха и производственных потоков. Начальник, не глядя на чертеж, отодвигает его в сторону. Владимир, не усложняй, у нас теперь главное это годовые KPI, процент освоения бюджета, соблюдение регламентов и презентации каждую неделю об их работе наверх. Твоя инициатива – это лишний риск для моей руководящей должности. Это ему сказал новый руководитель. Делай теперь так, как нам спустят в указаниях из Москвы. Даже если указания сверху некомпетентны, так как там такие же социологи и юристы управляют промышленностью, нам главное с тобой отчитаться перед руководством, а цех подождет. Вот наступает эра эффективных госменеджеров, лояльных и послушных новой системе офисного планктона. Давайте теперь посмотрим линию промышленности с 2009 по 2021 год. И небольшая вставочка перед тем, как я начну ее рассказывать. Сроки в СССР на строительство атомного блока 3-5 лет. Россия Аку и блок строят с 2015 по 2026 до сих пор идет стройка. Должны были запустить в 2023. Самолеты в СССР 25% всего мирового парка. 10 лет разработки одного самолета в России до сих пор. И получается, растут число менеджеров, но падает число инженеров. Растет число презентаций, но падает производительность. Поэтому, к сожалению, со стадии «давай-давай» резко страна, экономика и подходы управления и промышленность переходят в стадию аристократии. 2009 год – это начало. В 2010 года начинается охота на ведьм. Это, по сути, всех нелояльных системе и которые говорили правду
в лицо этим социологам юристов, их просто выгоняли с заводов. Соответственно, и дальше мы переходим к 2015 году в бюрократию. П и Е не просто ослабли, их системно вытеснили. Зачем рисковать и делать П, если можно красиво отчитаться о сделанном? Зачем предлагать новые, если любая инициатива проходит через 10 согласований? И пока прошли эти 10 согласований, уже эта работа никому не нужна. На первый план вылез витамин А. Не системность для результата, а его антипод – администрирование ради контроля. Бесконечные регламенты, комитеты, совещания, ватсапы, которые принимаются решения неделями. Потом проверки, их задача не ускорить процесс, а дать работу проверяющим сверху. Система вступила в стадию аристократия. Она живет прошлыми своими заслугами, нефтедолларами. Ее цель не создавать новое, а сохранить статус-кво и свои ритуалы. Главный ритуал – это демонстрация лояльности через безупречную, но пустую отчетность. И вот давайте еще раз я вам расскажу, как мы по вот этой кривой прошлись. 2001-2008 год – это нефтяной бум, инвестиции, иностранные инвестиции, рост зарплат, карьерные возможности, возможности для инженеров, руководящие посты занимают инженера. Энергия есть, но системного развития технологий институтов нет. Следующая стадия. Мы не пошли на стадию юность, а пошли ловушка основателя. Это по Дизису это получается, что все решения принимались централизованно. Хоть в компаниях, хоть в промышленности. Пока сверху команда не поступила, так как отсутствует система управления, ничего не применялось на местах. И, соответственно, все пытались управлять вручную. Соответственно, в нашем случае основателем выступило это целое государство и его эффективные менеджеры. Вместо того, чтобы строить эту систему, да, и перейти на стадию юность, эту опасную зону, и система бы работала автономно, они взяли курс на тотальное ручное управление и контроль. Вы видите это по телевизору, вопросы кафе Машенька решает лично президент, а не отлаженные институты, те же министерства. Генеральные директора госкомпаний погружены в операционку, а не в стратегию. Все задачи проходят через них. Микроменеджмент работает на полную мощность. И выходить из этой роли они не собираются. Они так чувствуют свою значимость и уверенность. А во-вторых, будучи социологами или экономистами, они не имеют производственного опыта и, соответственно, не видят комплексно, чем управляют. А настроить архитектуру управления они вряд ли смогут, так как они не имеют производственного опыта. Даже если попытаются, то обычно делегируют это подчиненным или нанимают консультантов из большой четверкой, чтобы те сделали все за них и без них. Но без лидера-управленца ни одно изменение никогда не внедрялось. Нет таких случаев в мировой советской практике. Почему не упоминаю российскую? Потому что за 25 лет не видел такого, кроме как на частных заводах. Да, там как бы дело все на результат. Да и то в лучшие времена 2000-х годов. Витамин А, системное управление, так и не был построен. Вся деятельность зависела от воли центра, ручного управления и нефтяных денег. И этот выбор привел к катастрофе. Деньги на технологии образования уходили в непонятных направлениях или их не контролировали, так как проектами занимались не профессионалы, и у них цели были другие. Инженеров, ученых, профессионалов за 15 лет выгнали. Они были неудобны этой системе. Они задавали неудобные вопросы и заставляли думать этих эффективных менеджеров. А им ох, как такое не нравится. Да и правду они не любят, когда ее в глаза говорят профессионалы. Да и ответить они не смогут, потому что не знают профессионального ответа. И принцип эффективных менеджеров, результат и сроки сверху, никогда с них не спрашивают. Даже если сроки и стоимость выросла на проекте в 2, в 5, в 10 раз. Они же свои, лояльные, социологи или юристы. Непонятно, как они могут вообще управлять промышленностью, если в цеху ни разу не работали, хотя бы мастером, а потом начальником цеха в производстве. Не говорю уж слесарям, что тоже полезно было бы им, чтобы понимать, как управлять и развивать промышленные сектора в России. Итог закономерен. Ни одного нового самолета с 2012 года к 2026 году. А наследие СССР, предприятия ИЛ, ТУ, Як умудрились развалить к 2020 годам. В 2026 эти модели самолетов теперь не могут изготовить. Ни специалистов, ни технологий уже нет. Это и есть цена той ловушки, когда настоящая нужная стране система управления заменилась имитацией управления. Начинается наш подростковый кризис. Мы ушли
в аристократию. Организация спотыкается. Нужен переход от личного контроля к профессиональному менеджменту А, витамин, и командной работе I. Но кризис 2008-2009 годов на это подсказывал чиновникам, нужно было изменять что-то. Но вместо построения системы ими был выбран путь усиления тотального контроля отраслей и лояльности системы. И они тогда повернули в не тот поворот, ненужной промышленности и системе управления. Они ушли в аристократию, охота на ведьм, бюрократия. Соответственно, охота на ведьм, она же называется старение. Это формальный порядок витамина, вытесняет дух предпринимательства Е, и им даже уже и результат не нужен. Начинается внутренняя бюрократия. Главное соблюдение процедур, а не итог. Не выполненный в срок и бюджет в проектах интересует, а презентация отчет. Это происходило в 2010-е годы. Госкорпорации запускают госзакупки, растут число неэффективных менеджеров, тонны регламентов растут, отчетов, формальные проверки растут. Ежегодно создаются новые инстанции по контролю, а в 20-е годы запускают всякие честные знаки, утильсборы, новые налоги. Эти игрушки, искусственно созданные для чего-то заработка, началось с акцизов на бензин и алкоголь еще в 10-е годы. Они подавляют инициативу и развитие отраслей и страны в целом. Больше всего от этого пострадал инженер, ученый, медик, преподаватель. Ни роста карьеры им не видать, ни развития их организаций. А про повышение зарплат по их специальностям после 2011 года вообще стыдно говорить. Его просто нет. Профессионалы не нужны. Инициатива Е наказывается, фокус на результат П заменяется фокусом на освоение бюджета и демонстрации лояльности через презентации. И стадия бюрократия, это уже в 2015 году примерно пришло, доминирует уже только витамин А. Видите, витамина П, Е, И вообще отсутствует. Его нету. Система существует только для своего самосохранения. А в 20-е годы, особенно после 22-го, система производит в основном планы, графики, презентации, веселые картинки на центральном телевидении об успехах на бумаге. Реальные сроки по проектам АЭС, самолеты также годами срываются. Цель системы не создавать продукт, а сохранять себя. И здесь наша промышленность, вместо того, чтобы повзрослеть и попытаться построить систему А, как это сделали, например, в Китае или Южной Корее, провалились вот в эту ловушку бюрократии. Эта ловушка основателя вступило само государственное управление. Итак, корень проблемы в промышленности и системе управления. Система сознательно отказалась от выбора роста. Она не стала строить мышцы системного управления, технологии, институты системного качественного управления, которые изменили бы ситуацию. А на ключевые посты они так и не пускают инженеров. Не имея системности для реального развития, она начала наращивать броню для самосохранения. Этой броней и стала всепоглощающая бюрократия. Таким образом, мы проскочили здоровую зрелость, юность, где есть все витамины, где Е доминирует инициатива и развитие, А доминирует, строит системное управление, соответственно, будет П результат и идет на рост ценностей, миссии, уважения, доверия в компаниях и командах. Это нужно было делать в 2008 году. А мы скатились прямиком в 2009 году в аристократию, затем в 2010 охота на ведьм и в 2015 вообще бюрократию, где остался только витамин А. П результата нет, Е инициативы нет, и интеграции, уважения, доверия нет. Главный продукт этой системы не станки, а отчеты. И даже эти отчеты теперь в 2026 году для них рисует искусственный интеллект. И даже законы за них пишет искусственный интеллект. Конечно, это очень все красиво, но результатов-то нет. Именно поэтому мы здесь, в 2026 наблюдаем то, что наблюдаем. Крах в промышленности. Вот он апофеоз. Триумф формы над сутью. Продукт системы не станок и не самолет. Ее продукт – идеальная иллюзия деятельности. Это высшая стадия по Адизису, бюрократия, когда после нее уже дальше только смерть. И за любым пиром иллюзий следует расплата. И она уже наступила в 2026 году. Цены на нефть падают, уходят западные поставщики,
вместо них приходит Китай, так как своего нет. Иллюзия треснула. Когда потребовались настоящие мышцы, производителей, и гениальные прорывы идей, оказалось, что система их убила за эти долгие 25 лет. Остался только огромный неповоротливый скелет с бюрократией и буквочкой А, который не может даже пошевелиться. Проекты встают, бюджет уходит никуда, а стоимость растет в разы на любые проекты. Это и есть стадия бюрократии по Адизису. Это предсмертная агония по Адизису, после нее которой наступает смерть. Там ни один витамин не работает. И нам нужен либо перезапуск, полный сброс и пересборка системы управления в стране. Начать нужно полностью заново, с первой стадии, с ухаживания. То есть нужно прям вернуться и дать инициативу бизнесу, промышленности, людям. Этот глоток предпринимательства, витамин Е, даст рост, чтобы посыпались новые идеи от реальных специалистов, которые реально понимают свое направление в цехах, в производстве. Простых людей из бизнеса, поставить профессионалов на места, начать думать стратегически и создавать системное управление. Необходимо заменить весь корпус лояльных эффективных менеджеров, которые привели нашу промышленность на дно. И Россия станет номер один в мире во всех направлениях, во всех отраслях. Вопрос к тем наверху. Вам шашечки или ехать? Пора выбирать. А теперь наша линия Владимира в 2023 году. Он в кабинете госкомпании в Москве. Сегодня он руководитель среднего звена по технологическому развитию. Он докладывает о критической проблеме на проекте и предлагает конкретное инженерное решение. Его начальник, снова социолог, теперь уже с госнаградой и этим значком госнаграды на пиджаке. Холодно отрезает: «Володя, хватит, нам твоя эффективность не нужна. Мы и так хорошо устроились, нам надо удержаться на местах. Система работает для нас. Если не перестанешь проявлять инициативу, мы тебя уволим. Либо спокойно работай и не надоедай всем со своими идеями и предложениями, либо...» Владимир принял такое решение. Он не сможет так работать в этом цирке иллюзий, бюрократии, где нужно только кивать, молчать и рисовать цветные презентации. Такое к результатам, которыми он горел всю свою жизнь, не приводит. Он выходит из помпезного здания с трудовой книжкой на руках. Он не злится, он опустошен. Карьера инженера, управленца длиной в жизнь, окончена. Это дуновение смерти для целого профессионального класса в России к 2026 году. Вся промышленность такова, так сейчас там с кадровым потенциалом. А с другой стороны, он очень рад, что вышел из этого бардака, интриг и работы в госкомпании, которая неинтересна настоящему русскому инженеру, такому как Курчатов, Королев, Циолковский и другие великие. И он, Владимир, верит, что еще придет время для инженеров и ученых в России. И подытожить хочу на кривой Адизиса. Самое интересное, по этой методологии можно строить развитие любому понимающему логически управленцу. И мы эту ошибку, когда на стадии «давай» сваливались в аристократию, проходили в СССР в 50-х, 60-х годах. Мы проходили это в 91 году, в 98-м, и продолжается это в 2026. Я когда пришел молодым студентом на практику на завод, я тогда еще запомнил, там был руководителем, ему на тот момент было лет 55. Я ему сказал: пока в России есть труба, Россия развиваться не будет. Мне тогда было 21-22 года, я еще не понимал, о чем он говорит. Но по прошествию годов я теперь понимаю, что действительно труба — это как вроде бы и хорошо, да, для нашей страны, но для госуправленцев и эффективных менеджеров она их расслабляет, и из-за этой трубы они не прилагают усилий для того, чтобы развивалась промышленность, технологии, там, станки свои производили. И на этой кривой я даже могу вам коротко сейчас рассказать, когда в 1954 году вместо Сталина пришел Хрущев, мы, по сути, находились уже на стадии юности. Потому что с 29 года, когда... Вот 29 год, 1929 год, это, по сути, сейчас для нас 2026. Можно прямо отзеркалить.
Только тогда он пригласил, собрал самых сильных, грамотных ученых, производственников, инженеров в СССР. И с 29 года по 33 год, он 5 лет со всего мира, порядка, наверное, 10 тысяч специалистов, лучших собирал со всего мира, чтобы создать эту системность технологии. Соответственно, когда с 29 по 34 год начались стройки в стране, он также Сталин находился на стадии «давай-давай», как мы в 2001-2008 году. И чтобы перейти на стадию юность, он как раз-таки начал делать системность. У него даже была команда, которая ездила в Америку, в Европу, в Японию, и они учились, как правильно управлять любым объектом, будь то стройка, будь то завод. Также они, чтобы витамин Е рос на стадии юности, они пригласили Форда, который построил все заводы, наши все эти Горьковские, Ленинградские, Волгоградские, Днепрогэс строили, все металлургические заводы. То есть, в принципе, из-за того, что не хватало внутри умов, они пригласили из-за границы лучших управленцев, бизнесменов, и по направлению деятельности Сталин перешел на стадию юность. И в принципе он уже к 1954 году до своей смерти подходил к стадии рассвета. То есть он хотел сместить бюрократию, он выступал на одном из последних съездов, он хотел вот этот бюрократический планктон снести. И, соответственно, после этого ему как бы начали и ставить и палки в колеса. А когда пришел товарищ Хрущев, он отменил в 1954 году все приказы, все проекты, все инициативы, которые шли еще от Сталина, да, его команды от 29 года по 1954 год. И Хрущев, в принципе, сделал то же самое, что мы в 2009, что мы сделали в 1998 году. И в 60-х открыли в Сибири месторождение нефти. Построили в 60-м, 64 год дружбу, трубу проложили в Европу. Это расслабило тогда, потому что в конце 50-х годов начался голод в стране, не хватало еды. Ну и как-то он целину заселял в Казахстане, туда к Уралу. Но все это, конечно, не получилось, умерло. Ну и голод был в стране. Потом, вы помните, был этот новочеркасский бунт, потому что цены возросли на все продукты. И благодаря, опять же, этой трубе в 60-х годах у Хрущева появилась труба, мы перешли в аристократию. Это витамин А, П отключается, Е отключается. Соответственно, мы с технологиями, со всеми проектами, которые строили, их закрыли. Потом началась охота на ведьм, почистили старую команду Сталина. И началась бюрократия А. В 70-х годах мы строим Дружбу-2. И самое интересное, с трубами, то, что сделал Хрущев, и в 70-х уже там при Брежневе Дружба-2, мы повторяем в 2010 году здесь, вот уже в наше время. Мы строим Северный поток-1, Северный поток-2. То есть мы не развивали технологии, мы опять перешли в сырьевую модель. И, соответственно, также пошли, как и Хрущев, по пути аристократия, где витамин П и Е минимальный, охота на ведьм, где витамина Е инициатива вообще как бы не принимается, ну, уничтожается, то есть инициативы никакой нет. Вот сказали, так и делаем. И в конечном итоге сейчас мы пришли с вами к витамину А, витамина П, Е, И, ну, отсутствует и у нас, и тогда, в то время, потому что мы производим только нефть, а современные технологии не производим. Поэтому, смотря на вот эту очень понятную кривую и систему, да, изменения и роста компаний, промышленности, экономики, по ней можно строить заново и вернуться все-таки на стадию, где возрождается витамин Е, перестраивать систему управления, строить стратегию, как Китай на 10-50 лет вперед, а не жить одним днем и качать нефть. И тогда будет нам светлое будущее. Ну вот исторический диагноз нам ясен. Система в тупике. Инженер Владимир ушел. Его история закончилась. Но ваша нет. Этот мрак не конец для нас. Это точка нашего выбора.
Вы руководитель, собственник или мастер участка. Вы смотрите на эту историю и думаете, и что, смириться? Тоже учиться рисовать презентации? А если спросить иначе, можно ли, не дожидаясь изменений в целой стране, построить островок здравого смысла и эффективности в своей компании, в своем цеху? Можно. И можно ли собрать настоящие витамины П, Е и И из того, что у вас уже есть? Ответ – да. Но для этого нужно перестать быть эффективным менеджером в чужой пьесе. Нужно стать архитектором своей системы управления. Есть четкий инженерный чертеж. Это архитектура вашего управляемого бизнеса. Это 4 взаимосвязанных блока для эффективной работы бизнеса, компании, отрасли или госкомпании, без разницы. Должен быть фундамент П, это продукт или услуга и современные технологии, а не презентации, в рамках себестоимости. То есть вот если мы запланировали в рамках себестоимости договора или проекта так сделать, мы должны контролировать. А не так, что делали проект, а он растет в 2-3 раза и уходит на 2-3 года вправо. Соответственно, нужно делать результат вовремя, в срок и в свою себестоимость. Второе – это каркас А, единая система управления. Она создает здоровый порядок, а не бюрократию. Это как раз-таки наша архитектура управления. О ней рассказывал в предыдущих 10 роликах. Рекомендую посмотреть каждому. По полочкам все разложил. Ну и третье – двигатель прогресса. Это наши витамины Е и И. Это развитие, идеи, стратегия, идеология и грамотная, сильная команда, построена на уважении и доверии, а не на интригах и политике через лояльность вышестоящему руководству. Мы не можем с вами изменить систему всей страны, но мы можем привить своему предприятию недостающие эти витамины П, А, Е, И. Это инженерная, а не политическая задача. Я называю это архитектурой управления. Это не про регламенты или приказы, это про сборку работающего механизма из того, что у вас уже есть. Ваших людей, ваших станков, ваших заказов и процессов. Мы соединяем разрозненные отделы в единый жизненный цикл продукта. Так, чтобы продажи, производство и финансы говорили на одном языке плана и прибыли. Мы не ждем волшебной автоматизации, мы создаем для нее идеальный фундамент, которого так не хватает IT-вендорам. За 6-12 месяцев ваш бизнес превращается из зоопарка разрозненных отделов в управляемый механизм, где владелец видит не красивые отчеты, а реальные причины прибыли или убытка по каждому станку. История Владимира и история промышленности – это приговор нашему прошлому, но не приговор нашему будущему. Все, о чем я рассказываю в своем цикле роликов из 12 серий, это не про оптимизацию, это про сборку управления с нуля. Я прихожу на завод и делаю одно, связываю в единую цепь то, что у вас уже есть. Продажи, станки, деньги. Перепроектирую, чтобы система работала эффективнее. Сначала в простых таблицах в Excel, чтобы вы через 3 месяца видели, где реальная прибыль, а где дыра. Это не реформа страны, это ваша личная реформа управления вашего бизнеса или компании. Пока старая система идет ко дну, вы строите свой управляемый остров. В следующем 12 ролике расскажу этапы проектирования и внедрения архитектуры управления. И как я это делаю, когда беру проекты для компании под ключ. А за будущую неделю рекомендую посмотреть, если еще не видели, все 11 роликов, чтобы на 12 ролике у вас сложилась полная картина, как у себя внедрить архитектуру управления для вашей компании или бизнеса. Уважаемые зрители и подписчики, через один ролик начинаем с вами второй плейлист по теме «Система подготовки руководителей». Если вы хотите выстроить четкую систему своей компании, через архитектуру управления, все контакты в описании и вверху на экране. Мы можем начать с персонального разбора вашей ситуации или аудита ваших процессов управления, прежде чем переходить к полномасштабному проекту. Пишите в комментариях, на каком из этих этапов или стадий вы находитесь. Давай, охота на ведьм, бюрократия, где находится ваш бизнес или компания. И что для вас стало главным открытием из этой истории? Поделитесь в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите ролики до конца, чтобы алгоритм YouTube понимал, что канал интересен. Это очень важно для продвижения моего канала и ремесла об управлении. Чтобы я мог делиться своим 25-летним опытом с большим количеством людей. Благодарю вас. Жду вас в заключительном 12 ролике этого плейлиста, а также в новом втором плейлисте. В нем мы детально разберем, как становятся грамотными руководителями. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. До новых встреч!